Она просто идет прямо на меня. Всем привет! Вы находитесь на канале Magic Five. С вами Артур, Настя и Баро. У нас сегодня необыкновенный день. Как вы уже догадались, мы находимся в зоопарке. Мы посетим остров Лемуров. Приятного аппетита вам! Мы увидим маленьких оленят. Я таких оленей никогда в своей жизни не видел. Ну и самое главное, мы посмотрим самые топовые животные нашего зоопарка. И посмотри ролик до конца, чтобы узнать, почему Артур пожалеет об этой поездке. В смысле пожалею об этой поездке? Артур не знает, что его еще ждет. Дима, мне обязательно это делать? Ну да, ты обещал помочь зоопарку, Артур. Ну, не таким же образом. Чем дышать? Здесь все в дерьме. Артур. Хочу домой. Друзья, сейчас мы потихонечку подходим к острову Лемуров. Туда вообще никого не пускают, поэтому прямо сейчас у тебя есть уникальная возможность увидеть их максимально близко. Я наслышан, что лемур достаточно опасное животное. Он может в любой момент тебя цапнуть за лицо, может прямо укусить тебя прямо за нос или за губу. Я ж не выдумаю это все. Это действительно есть такое. А на самом деле, действительно, если вы очень сильно пахнете сильно парфюмерией, то такое может быть. Вы душились, да? Мне просто конец. Есть одна история, не буду называть это зоопарк, так там шимпанзе откусил палец ребенку, который подошел очень близко к клетке и решил его с ним заигрывать. Шимпанзе очень агрессивный, по большому счету. Кстати, в нашем зоопарке была надпись раньше. Осторожно, обезьяны кидаются фекалиями. Таким образом они выражают свой негатив. Интересно, а если им в ответ своим дерьмом кидаться? Ну, знаете ли. Есть надпись по фону. Не спускаться туда. Вы готовы? Сказать, мы туда пойдем. Да, мы туда пойдем. Иди. Мы заходим, друзья, в запретную зону. Артур, ты готов идти по воде? Просто посмотри, они ждут, когда мы придем. Идем ровно прямо. Боже, как страшно! Скажи, вода холодная? Да, Артур, вода холодная. В какой-то момент я только сейчас осознаю, что я лягушка в этом болоте. Оно еще и скользкое что-то. Боже мой! Привет! Приятного аппетита вам! Первый крик на Настю. Привет. Клубнику на любовь. Кто мне любовь из вас даст? Ну, это с кем договоришься. Ого, те зубы, Клубника на конечно, любовь. офигеть. Это их лакомство, да? Это завтрак. Артур будет кормить лемура. Ты не хочешь клубнику? Эй. Здесь лемур сломался, он не хочет клубнику. Давай, попытка номер 2. Все? Это что-то с чем-то. Ты такой красивый. Ты знаешь? А хочешь такое? Будешь? Не, мы на пол. Держи, маленький. У них такие лапки холодные, будто не мокрые. Посмотри, как он меня держит, чтобы не ушло. А вот так выглядит шведский стол у лемуров. У него прям Интересно. когти, я вам хочу сказать. Прям ничего себе. Мурлыкают, турчат и когти, как у кошек. А вот второй друг пришел. Кстати, почувствовал зубки. Зубки есть. Ты кускус делаешь, да? Привет. Что ты говоришь? Подписаться на канал Magic Five, да? И колокольчик поставить, да, чтобы... Ух ты ж! Лемуры достаточно тут сытые. Просто так их не заставишь еще кушать. Напоминает чем-то Артура в детстве. Мне кажется, я только что прошел обряд в Лемуровце, потому что наступил на их экскременты. Это да, наверное, к деньгам. Я хочу тебе так просто сказать, что это не последняя какашка в сегодняшнем путешествии. В плане. Просто досмотрите до конца и поймете почему. Мое понимание, олень — это большое животное с такими рогами огромными, а это порода, как она называется? Мунджак. Короче, я таких оленей никогда в своей жизни не видел. Просто это, посмотрите. Вот это папа олень, вот это мама олень, а это их... Это малыш прошлого года. Да, это малыш. Никогда бы в жизни бы не поверил, что такие олени вообще существуют, потому что, ну, они вообще малюсенькие прям. Эти копытки, они такие маленькие. Смотри, как реагируют.
Эти оленята родом из Азии, Южной Азии. Мало того, женщине интересно, они трахают. Серьезно? Чего? Да, и когда что-то им не нравится, они не так. Сколько мы даже не знаем о природе, насколько она многообразная, да, и интересная. Представьте, олень, который может гавкать. Сейчас мы идем в гости к животному, которое может вращать свои глаза на 180 градусов. Я помню, у Бороды был в детстве хамелеон, и он сдох от того, что просто... Во-первых, это был не хамелеон, а игуана, а во-вторых, не сдох. Как это? А кто лампу поставил? У меня просто не было денег на ультрафиолетовую лампу. Не повторяйте моих ошибок. Короче, было животное, на утро это стал сухарик. Шутки шутками, но перед вами сейчас находится реально та самая анаконда. У нее есть такие свойства, что она может съесть человека, там, 1,70 м, действительно сможет проглотить. И горилла Тони, 48 лет, единственная горилла в Украине. Привет! Привет! Блин, меня видно в отражении. Мы сейчас идем туда, где крокодил плавает, да? Класс! Супер! Еще завтрака нет. Ну, я тут подожду, ты, наверное, Артур, иди. Подожди, Настя, ты в курсе, что там крокодил? Нет, Настя еще не в курсе. Ну что ж, давай пойдем. Слушайте, в этом вольере ты двигаешься просто как по каким-то реальным джунглям. Я себя чувствую, как в Гарри Поттере за стеклом. Друзья, Воля, знакомьтесь. Он еще и в стойке такой. Вот то самое животное, которое может поворачивать свои глаза на 180 градусов. А тебе передали вот это? Нет, нет. Не двигайся, не двигайся. Он тебя полюбил. Я хочу. Упадет. Ты хочешь хамелеона? Да. Друзья, напишите в комментариях, какое ваше любимое животное. Посмотрим, кто что любит. Вот Настя уже захотела хамелеона. Очень хочу. Давайте дадим ему название в комментариях. Погнали. Артур, сделай вид, как Джуманджи, что за тобой там большой камень, и ты убегаешь. Мамочки. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Друзья, перед нами не просто крокодил. Цирковой крокодил. История его, как обычно, грустная. Драматичная. Последние, да, год он жил в гараже, в маленьком железном таком ящичке. Пока не попал к нам в зоопарк. Это американский аллигатор. Анастасия, вы сейчас лицезреете настоящего американского аллигатора. Хотите такого домой? Мне кажется, нам надо уходить. Он очень пристально смотрит на нас и не двигается. А я читал, что когда-то они так делают, когда собираются напасть. Поэтому погнали. Вот, тут надо быть осторожным. Аккуратненько, не наступаем, проходим. Еще чтобы они тебя не цапнули за ногу. Смотрите, они прям интересуются тобой. Друзья, помните тех самых черепашек, которые мы вначале снимали? Вот, это те же сородичи, только более маленькие. Леонардо, Донателло, Рафаэль и Микеланджело. Подожди, а где спринтер? Где крыса? Оставь меня. Друзья, важно, вы очень часто меня спрашиваете по поводу того, как набрать больше подписчиков, как стать более популярным, как развивать YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Я это все преподаю в своих курсах. Если ты хочешь стать популярным, развить свою харизму, стать лучшим актером или вообще артистом, просто записывайся на мои курсы и становись популярным уже прямо сейчас. Я узнал, как стать популярным в ТикТоке. Я узнал много чего нового. Ощущение первом уроке мое очень положительное. Я всем вам желаю тоже, чтобы у вас все получилось. На всех курсах преподаю я лично, поэтому жду тебя на занятиях. Я хороший учитель, поверь мне. А самое главное то, что лучшие ученики получат коллекционную фигурку от Magic 5. Ну а если у тебя нет возможности посещать мои занятия, фигурку можно приобрести по ссылке в описании. Друзья, я очень долго ждал этого момента. Мы заходим к вольеру, к слону. А зачем вот оно лопаты? что. А помнишь, ты говорил о том, что ты хочешь помогать зоопарку, ты любишь животных? Сено Ты или слышишь этот запах? Это Про запах... большую чистую любовь слышал? Тебе большую или чистую? Да они обе воняют просто. Забирай. Давайте вот это, наверное. Хотя она мокрая. Ну что? Говорили, ты работаешь двумя руками. Это все органика. А есть маска? Или противогаз, я не знаю. Что-то такое, что... Есть рукавички. Они уже использовались, да, кем-то? Дима, мне обязательно это делать? Ну да, ты обещал помочь зоопарку, Артур.
Ну, не таким же образом. Здесь все окна открыты, может больше как-то проветрить, нет? В природе ж ничего не проветривает. Ладно, хорошо. Если у тебя плохое настроение, ты считаешь, что жизнь говно, приходи к нам. 15 минут релакса, и ты понимаешь, насколько все прекрасно. Здесь все в дерьме. Здесь все в дерьме просто. Я хочу домой. Всего лишь 6 несчастных кучек. Что ты наговариваешь? А какашка оригинал. Артур, греби с жадностью. 5 minutes later. Артур. Там все в дерьме, ты видел? Там все в дерьме. Там эти мы перчатки обещали, в Артур, дерьме. мы обещали, что поможем Мне зоопарку. дышать нечем. Я не хочу никому помогать. Я себе хочу помочь выжить. Дай быть. Смотри, просто быть отсюда. подождите чуть-чуть и вернись обратно. Друзья, знакомьтесь, Форест. Рука аккуратно. Я только что притронулся к слону, друзья. Это ни на что не похоже. Вау! Вот, во-первых, он волосатый, друзья. Во-вторых, у него очень грубая кожа. А сколько ему лет? Игорь, 17? Друзья, посмотрите на эти огромнейшие бивни. Мы сейчас смотрим прямых потомков мамонтов. Минутку. Я думала, мамонты вымерли. Просто я не понимаю, за что такая несправедливость. Я здесь, а борода гладит слона с Настей. Я в какой-то момент чувствую себя реально приемным, не понимаю смысл своей жизни, и мне вообще плохо. И знаете что? Кстати, это правило работает. Сколько вы сказали, здесь адаптация проходит минут 5, и ты начинаешь более-менее, не чувствовать этот запах, да? Я вас более успокою. То есть ваша работа важнее, чем гладить слона. Да, вы знаете, я согласен. Убирать то, что дает природа, это намного ответственнее, нежели вот это погладить слона каждый может, а вот это настоящий мужик может, боже, мне нечем дышать, дайте подышу. Попробуй. Вау, друзья, по ощущениям просто нереально. Такое ощущение, будто трогаешь какую-то, не знаю, огромнейшую игуану, волосатую. Я не знаю даже, чем сравнить. Обалдеть. Ты убрал говно? Да, я убрал. Смотри, слоник, Артур, слоник. Смотри, реальный слоник. Класс. Ты знаешь, какой на ощупь? Дима, Что? я весь в дерьме. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Но, Артур, знаешь, как говорится? Дерьмо случается. Теперь Настя ходит с этим пакетом. Настя, по факту, признайся, что в этом пакете? Крутая штука для цветов. Это удобрение. Это удобрение это для дерьмо цветов. слона. Да. Это дерьмо слона, я его лично убирал. Впервые с Артуром, сейчас и с Настей подходим Сейчас я поднимаюсь. к настоящему жирафу. Просто они знают, что всегда есть Мамочки. бананы в таких случаях. Поэтому приходят гости. Сколько лет ему, как зовут? Джута. Мальчик, 18. Кстати, друзья, заметьте, какая длина языка. Я даже, по-моему, слышу, это обладатель самого длинного языка в животном мире. 40 сантиметров язык, представьте. О, божечки. Но по ощущениям, как большая... Коза! Очень большая. А ты сейчас как большой куст. Понял? Какой ты хороший. Нет, такое Просто потрясающее животное. Я не могу, это просто обалдеть. Мало кто знает, но жираф, оказывается, способен проломать череп льву своим копытом. Настолько у них мощные копыта. Сказали, зовут его дядя Саша. Говорят, самый серьезный мэн. самый серьезный мужчина в зоопарке здесь. 70. Вот это. 72 килограмма пошипела на тебя. Ты это слышал? Смотри, здесь, я думаю, если будет 500 000 лайков, я бы залез туда. Ты дурак? Просто без шуток. Но такая черепаха может откусить руку или Отдавить ногу. отдавить? Ногу. 72 килограмма. Ты слышал, как он шипел? Да, я испугалась. Друзья, не поверите, что мы сейчас нашли. Это маленький, буквально недавно новорожденный бизон. Вы тоже это видите? Вы это тоже видите? У него даже рожа цвет. Давайте посмотрим чуть-чуть поближе.
Гладить можно или нет? Сейчас он съест телефон бороды. Да, он меня облизывает. Он облизал мою ногу сейчас. У него очень шершавый язык, друзья. Как корова. Прям реально как корова. Ой, он облизал телефон, друзья. Ребята, охренеть. Просто прислушайтесь к этим звукам. Охренеть, я даже не могу представить, что это. Возможно, птица какая-то. Пишите в комментах, что это может быть. Так, мы пришли. Только вопрос, что это? Если бы мы знали, что это такое... Охренеть, оно прячется за камень, я возможно, не успею вам его показать. Но видно только задницу, да, вылазь вдруг. Короче, те, кто писали сиаманги, да? Сиаманги. То вы угадали. Интересный факт. Вот эта порода сиаманги в древних племенах считались злым духом. И у них есть классная особенность. Это вот такая вот штука. Это горловой мешок. Собственно, чтобы вы понимали, из этого горлового мешка они и делают вот эти страшные звуки. Человек так громко не может кричать. Они спокойно это могут. Поэтому многие древние племена раньше, когда слышали подобные звуки, думали, что это какие-то злые духи леса или что-то подобное, и боялись их. Просто послушайте этот звук. Такое ощущение, словно действительно это что-то страшное. Питаются они натуральным всем. То есть мясо не едят. В принципе, все. Слушайте, Артур же всегда хотел стать членом семьи королевской. Есть девочка на выдане. Короче, идем сватать Артура. Да, Чтобы вы понимали, мы сейчас подходим к такому животному, которое каждый год в Африке убивает около 80 людей. Просто ломает их напополам. Всем страшно, но это очень интересно. Я думал всегда, что бегемотики, ха-ха, это очень классное животное, милое. Оказалось, нет. Вот это вот чудо может по факту убить человека, а еще хуже, рассказали такую ситуацию, что сюда залетали какие-то голуби, белочки, и вот эта вот масса их съедала. Дим, то есть теория, она может побежать сейчас просто вот так вот с бухты-барахты на нас. Вот эта масса может откусить человека напополам, да? То есть... Я открою тебе маленький секрет. Бегемоты до определенного возраста очень неплохо лазят. То есть для нее забор в 1,5 метра не является серьезным препятствием. А скажите такой важный вопрос. А она гадит так же, как слон именно по объему экскрементов? Почему ты с какой точки зрения спрашиваешь? Ну, какую лопату тебе сегодня брать? Не, все, так, я пас, все. Мы тебе взяли самую лучшую, твою любимую. Представьте, друзья, если, не дай бог, бегемот решит, что мы враги, и начнет нас отсюда выгонять и демонстрировать свою агрессию, Настя первым делом подумала, что будет перепрыгивать через этот забор. Вот. Но мы только что услышали, что для вот таких габаритов бегемота, в принципе, вот такой вот заборчик не помеха, и она может просто взять и перепрыгнуть. Пару недель назад она все-таки взяла штурмом вот это ограждение и вышла вон туда, ближе уже к народу. Пришлось уже мне перемахивать через забор, брать яблочки и аккуратненько ее заводить в зимнее помещение. И она спокойно послушала, да? Ну, есть уже отработанная система. Лилечка, девочка, пойдем. Посмотрите, где Настя уже. Настя уже готовится перелазить. Просто оно приближается. Лилечка, это Артур. Артур будет убирать сегодня говно, скорее всего. Открываем, мало. Это девочка, зовут ее Лили. Кстати, имя придумали посетители. А что ты стесняешься? Берешь аккуратное яблочко и смотри, вот туда. Смотри, это Артурчик, хороший мальчик. Говорят, из воспитанной семьи. 1 миллион лайков, и я буду с бегемотом плавать в одном бассейне. Это, прости, нарушение всех норм безопасности. А чего? Посудят у всех, говорят. Посмотрите, Артур готов. В общем, друзья, миллион лайков. Я посмотрю. Ты можешь по-другому. Мы можем тебе просто дать в том бассейн, ты его будешь вымывать. Ну, вот как очищать, знаешь, вот эти... А, это видео. Кстати, сказали такой интересный факт, что это животное может просто выпрыгнуть из бассейна
Но мне все равно в голове не укладывается. 2,5 тонны веса у этого бегемота. И такие маленькие, коротенькие ножки. Это животное достаточно сильное. Ты видел эти независимо ножки? от ее габаритов, она очень быстрая и сильная. Так у него маленькие ножки, как они могут... Я понял. Все, тихо, спокойно. Бегемот довольно-таки сильно территориальное животное и защищает свою территорию. И когда-то сюда на территорию забежала реально белка. И она долго не жила. Я понял. Все, тихо, тихо, я ухожу. Все, спокойно. Настя очень боится, сразу убежал вон туда. Артур тоже что-то не очень. Я советую тоже, а иначе тебе выдадут лопату, борода, беги.